Привет! Тут уютное подземелье. Я Максим, и сегодня я продолжу свой рассказ о новой системе, находящейся на стадии беты – Daggerheart. Если вы по какой-то причине не слышали об этой игре, переходите по подсказке и смотрите мой предыдущий ролик. По многочисленным заявкам, сегодня мой рассказ посвящен вариантам наследия персонажа, предложенным нам в версии 1.3 игры. Наследие состоит из родословной персонажа, то есть его расы, а также общества, социального и географического бэкграунда героя. Очевидно, что игра пыталась угодить как можно большему количеству игроков, а потому на старте игра предлагает 18 уникальных рас, количество которых многократно увеличивается с небольшой оговоркой и с одобрения мастера. Но подробнее об этом потом. На мой взгляд, это просто немыслимый размах, тем более если сравнивать с базовыми книгами ДНД. Рассмотрим расы в порядке от наиболее привычных к максимально диковинным. Итак, начнем мы, конечно, с хуманов, людей стало быть. Вот что о людях пишут сами авторы. Представителей человеческого рода легче всего узнать по их ловким рукам, округлым ушам и устойчивым к невзгодам телам. Их средний рост колеблется от чуть менее 5 до примерно 6,5 футов. У них очень разнообразное телосложение, от довольно мускулистых до гибких и всего того, что между ними. Люди легко адаптируются и могут относительно легко приспосабливаться к суровому климату. Как правило, люди доживают примерно до 100 лет, и их организм резко меняется в период между самым молодым и самым старым возрастом. Если вы выбираете человека в качестве своей расы, вы получаете черту упорства, которая позволяет перебрасывать неудачный бросок кубов за стресс, в том случае, если вы используете один из своих опытов. Далее на очереди у нас эльфы. Высокие гуманоиды с заостренными ушами и остро развитыми органами чувств. Их уши различаются по размеру и форме, и с возрастом у эльфов кончики ушей начинают отвисать. Хотя эльфы бывают самых разных типов телосложения, все они довольно высокие, причем самый низкий из них достигает примерно 5 футов 8 дюймов, а самый высокий приближается к 6,5 футам. Некоторые эльфы принимают так называемую мистическую форму, которая возникает, когда эльф посвящает себя какой-то части мира природы настолько глубоко, что его физическая форма меняется. Так эльф приобретает веснушки, напоминающие звездное небо, венок из листьев, виноградные лозы и цветы на коже или волосах и многое другое. Иногда эти черты передаются по наследству от родителей эльфа, но если индивид отдаляется от сил природы, со временем некоторые черты его внешности изменятся. Поскольку эльфы живут около 350 лет, эти черты могут меняться не один раз на протяжении их жизни. Выбрав эльфа, вы получаете особенность небесный транс. Во время долгого отдыха персонаж может погрузиться в транс, в котором может избавиться от всего накопленного стресса и физических повреждений. Следом, разумеется, идут дварфы. Если вы по какой-то причине все еще зовете их гномами, знайте, вы мой кровный враг. Шучу. Дварфы – низкорослые гуманоиды с квадратными чертами лица, плотной мускулатурой и густыми волосами. Их средний рост колеблется от 4 до 5,5 футов. И вопреки своему росту они довольно широкоплечи. Кожа и ногти дварфов очень прочны. Дварфы также известны своей любовью к украшению своих тел, множеством татуировок, уникальным пирсингом и инкрустированными драгоценными камнями. Кроме того, у них густые волосы, в первую очередь на голове, но также и на других частях тела. И известно, что дварфы всех полов носят растительность на лице, которая может быть уложена множеством различных способов. Как правило, дварфы доживают до 250 лет, сохраняя свою мощную мышечную массу на протяжении всей жизни. Черта дварфов – высокая стойкость, позволяющая ополовинить входящий физический урон ценой 3 единиц надежды. Далее, конечно же, идут полурослики. Низкие гуманоиды с большими волосатыми ступнями и выступающими округлыми ушами. В среднем рост хафлингов составляет от 3 до 4 футов,
а уши, носы и ступни крупнее по сравнению с остальными их чертами. Как правило, представители этой расы живут около 150 лет, и их внешность зачастую остается довольно молодой, даже если они вступают в свой преклонный возраст. Полурослики от природы чувствительны к магнитным полям мира смертных, что дает им надежный внутренний компас. Они также обладают сильным слухом и обонянием, что позволяет им распознавать знакомых по звуку их движений. Черта халфлингов – небольшая удача. В начале каждой сессии персонаж полурослик одаривает всех своих спутников очком надежды, а также он всегда может перебросить кубик надежды в случае выпадения на нем единицы. От милых карапузиков перейдем к воинственным зеленокожим. Орки – гуманоиды с квадратными чертами лица и кабаньими клыками. Эти клыки выступают из нижней челюсти, и размер их может варьироваться. Несмотря на то, что они торчат изо рта, они не используются для употребления пищи, и многие орки предпочитают украшать их орнаментом. Обычно орки живут около 125 лет, и если они не были подвергнуты модификациям, их клыки продолжают расти на протяжении всей жизни. У орков заостренные уши среднего размера, а их кожа обычно окрашена в зеленые, синие, розовые и серые тона. Орки склонны к мускулистому строению, независимо от индивидуального размера или телосложения, и их средний рост колеблется от 5 до 6,5 футов. Благодаря черте прочной, каждый орк повышает свои стартовые значения порогов серьезного и тяжких повреждений, а кроме того повышает их с каждым новым уровнем. Вниманием не обделили и младших сородичей орков – гоблинов. Гоблины – это маленькие гуманоиды, которых обычно узнают по их большим глазам и массивным перепончатым ушам. Из-за этих физических особенностей они, как правило, обладают острым слухом и зрением, что позволяет им различать детали на большом расстоянии и в темноте. Цвет их кожи и глаз невероятно разнообразен, и ни один оттенок не является более доминирующим, чем другой. Их рост колеблется от 3 до 4 футов, а каждое ухо примерно такого же размера, как их голова. Известно, что гоблины используют положение ушей для достижения особого эффекта при невербальном общении. Продолжительность жизни гоблинов составляет примерно 100 лет, и многие из них сохраняют свой острый слух и зрение даже в преклонном возрасте. Черта гоблинов – предчувствие опасности. Ценой единицы стресса вы вынуждаете мастера перебросить бросок атаки по вам. Если атака все еще попадает по вам, снизьте ее урон на число, равное вашему уровню мастерства. Способность обновляется после короткого отдыха. Из более-менее привычных рас предложены также так называемые дракона. Дракона представляют собой бескрылых драконов в гуманоидной форме, обладающих мощным стихийным дыханием. Все дракона имеют толстую чешую, которая обеспечивает отличную естественную защиту как от сил природы, так и от атак. Они крупные, в среднем от 5 до 7 футов, с большими и острыми от природы зубами. Представители данной расы отращивают зубы на протяжении своей примерно 350-летней жизни, поэтому им никогда не грозит потеря зубов. В отличие от своих предков-драконов, дракона не обладают крыльями и не могут летать без магической помощи. Каждый из представителей этой расы обладает элементальным дыханием, тип которого передается из поколения в поколение в каждой семье дракона. Стихийное дыхание, черта дракона, позволяет при создании персонажа выбрать одну из следующих стихий: огонь, лед, молния, яд и кислота. Потратив единицу надежды, можно сделать бросок инстинкта или чутья, то есть одной из характеристик, чтобы воспользоваться своим дыханием против врага или группы врагов в пределах близкой дистанции. В случае успеха бросьте количество d8, равное вашему показателю мастерства, и нанесите полученное количество магического стихийного урона. Мир Даггерхард не обделен расой, происходящей от падших богов. Демоны — их гуманоидные потомки, обладающие острыми клыками, заостренными ушами и рогами разных форм и размеров. В то время как рога некоторых демонов напоминают рога козла или барана, другие имеют форму острого шипа. Для демонов не существует стандартного количества рогов.
Хотя 2 или 4 встречаются довольно часто, у некоторых их может быть и больше, или же вовсе только один. Они также могут расти асимметрично, образуя уникальные формы. Демоны же могут украшать их резьбой и орнамент. Их кожа, волосы и рога бывают разных ярких цветов, таких как розовато-алый, темно-фиолетовый или черный, как смоль. В среднем рост демонов колеблется от 5 до 7 футов. Они также известны своими длинными пальцами и заостренными когтями. В среднем демоны живут до 350 лет, и некоторые связывают эту продолжительность жизни с их божественным происхождением. Демоны обладают сразу двумя чертами. Благодаря черте «бесстрашный» демон ценой 2 единиц стресса меняет результат броска с результата со страхом на результат с надеждой. А благодаря черте «грозный облик» все демоны имеют преимущество на проверке запугивания существ без демонического происхождения. Далее у нас кланки, они же клаццы, лязги, грохотуны, трещотки и прочие варианты на тему подражания звону металла. Ведь кланки — это разумные механические существа, созданные из таких материалов, как металл, дерево, камень и глина, которые напоминают гуманоидов, животных или даже неодушевленный предмет. Как и у органических существ, их тела бывают самых разных размеров и могут изменяться и адаптироваться в зависимости от времени и потребностей. Из-за своей нестандартной конструкции многие кланки обладают узкоспециализированными физическими характеристиками. В качестве примеров можно привести когтистые лапы для захвата, колеса для перемещения или встроенное оружие. Известно, что многие кланки модифицируют свои тела как с точки зрения стиля, так и функционала. И представители других рас нередко обращаются к кланкам-мастерам за созданием специальных приспособлений для передвижения и физических украшений. Из-за особенностей их конструкции срок службы кланка продлевается до тех пор, пока он может приобретать или изготавливать новые детали, что делает его физическую форму практически бессмертной. Тем не менее, их разум подвержен влиянию времени и будет разрушаться по мере того, как магия, которая их питает, теряет силу. Классовая черта кладцев – практичный дизайн. Создавая кланка, решите, кем вы были созданы и с какой целью. Описывая свой опыт при создании персонажа, выберите тот, который отражает эту цель, и увеличьте модификатор этого опыта на 1. Катари – гуманоиды, подобные кошкам, с мягким мехом и высокими треугольными ушами. У них также есть зрачки с вертикальным разрезом, маленькие заостренные клыки и длинные усы, которые помогают им воспринимать окружающий мир и ориентироваться. Их уши могут поворачиваться почти на 180 градусов, улавливая звуки вокруг. В зависимости от происхождения, катари могут больше походить на своих предков-кошек или людей, с соответствующим количеством шерсти и строением лица. Точно так же хвосты не являются обязательным их атрибутом, а их кожа и мех имеют широкий спектр оттенков и узоров. Их рост колеблется в широком диапазоне от 3 до 6,5 футов, и живут они около 150 лет. Катари обладают чертой кошачьи инстинкты, позволяющей перед тем, как сделать бросок на ловкость, потратить любое количество очков надежды, добавляя +1 к результату броска за каждое потраченное очко. Мы погружаемся все глубже в причуды мира Даггерхард, а потому далее идут самые настоящие феи, крылатые гуманоидные существа, похожие на насекомых. Феи тесно связаны с силами природы и часто обладают внешними чертами, которые позволяют им сливаться с различными растениями. В зависимости от их индивидуального происхождения, феи могут больше походить на гуманоидов или же на жуков. У них могут быть дополнительные руки, фасеточные глаза, органы-фонарики, хитиновый экзоскелет и жало. Средний рост феи колеблется примерно от 2 до 5 футов, но некоторые феи вырастают до 7 футов в высоту. Все феи обладают перепончатыми крыльями и проходят через уникальный процесс метаморфоза на протяжении своей относительно короткой жизни, обычно не превышающей 50 лет. Феи обладают двумя уникальными чертами. Благодаря черте «крылья»
вы можете взлетать на количество минут, соответствующее вашему уровню, получив перед этим единицу стресса. Во время полета ваш показатель уклонения увеличивается на 1. Черта «Покоритель удачи» позволяет один раз за сессию, после того, как вы или ваш союзник, находящийся на близком расстоянии, сделаете бросок действия, потратить 3 надежды на повторный бросок кубика в дуальности. После этого используйте новый результат. Далее у нас фавны. Фавны напоминают коз в гуманоидной форме, с изогнутыми рогами, квадратными зрачками и раздвоенными копытами. Как и прочие виды, фавны могут разительно отличаться друг от друга. Тем не менее, у большинства фавнов нижняя часть тела похожа на козью с густым мехом и раздвоенными копытами, в то время как их туловище и руки обычно гуманоидные. Лица фавнов варьируются от человечьих до козлиных, в зависимости от их происхождения. Форма ушей, рогов и густота меха также варьируются. Рога фавнов бывают от коротких с минимальной кривизной до больших и завитых. Средний рост фавна колеблется от 4 до 6,5 футов, который может сильно меняться в зависимости от осанки индивида. У большинства фавнов пропорционально длинные конечности, независимо от их индивидуального размера или формы. Фавны – известные долгожители, живущие около 225 лет. Фавны обладают двумя чертами, олицетворяющими их козлиную природу. Скачок позволяет фавнам перепрыгивать препятствия в пределах близкой дистанции без проверок ловкости. А также фавн может легнуть противника частью своей успешной рукопашной атаки, оттолкнувшись от цели, выталкивая ее из зоны рукопашной атаки, а также добавляя 2d6 урона. Фирболги в мире Даггерхард похожи на своих сородичей из ДНД. Фирболги — гуманоиды, напоминающие коров, отличающиеся широкими носами и длинными ушами. У представителей этой расы тела похожи на человеческие, которые могут быть в большей или меньшей степени покрыты шерстью. У некоторых из них черты лица представляют собой смесь гуманоидных и коровьих, но у других, которые часто называют минотаврами, головы напоминают головы крупного рогатого скота. Также у некоторых фирболгов могут быть рога. Представители этой расы бывают самых разных цветов, от землистых тонов до пастельных, включая розовый и голубой. Это высокие и мускулистые существа. Их рост колеблется от 5 до 7 футов, и они обладают великой физической силой для своего размера. Как правило, фирболги живут около 150 лет. Благодаря своему естественному спокойствию, фирболги не получают стресс. В случае, если игрок выкидывает шестерку на кости d6, он игнорирует стресс, который должен получить. Галапы напоминают антропоморфных черепах с большим куполообразным панцирем, в который голова и конечности могут втягиваться в целях защиты. В среднем их рост колеблется от 4 до 6 футов, а внешний вид зависит от породы черепахи, к которой она принадлежит. Галапы бывают самых разных землистых тонов, чаще всего зеленых и коричневых. И у них может быть несколько красочных и уникальных узоров, особенно на панцире. Большинство представителей этой расы двигаются довольно медленно, независимо от их возраста, и живут примерно 150 лет. Их защитный панцирь позволяет прибавить свой показатель мастерства к показателю брони. Если же вы не носите броню, ваш панцирь станет вашим действующим доспехом, имеющий показатель брони, равный вашему уровню мастерства. Фунгрилы, они же грибницы, напоминают человекоподобный гриб. Из-за этого их внешний вид может сильно различаться. Они могут быть от 2 до 7 футов ростом, либо более гуманоидными, либо более грибовидными по внешнему виду. Они бывают самых разных цветов, от землистых до ярко-красных, желтых, пурпурных и синих. Их облики нестандартны, что приводит к невероятному разнообразию тел, лиц и конечностей. В то время как общая продолжительность жизни грибниц составляет около 300 лет, некоторые из них, как сообщается, живут гораздо дольше. Хотя все фунгрилы могут говорить, из-за разнообразия форм у них нет стандартных невербальных сигналов для сородичей и других рас. Однако, благодаря сети грибниц, фунгрилы способны общаться с сородичами даже на больших расстояниях.
Черта «цикл жизни» позволяет забрать последнюю жизненную эссенцию у недавно умершего. Когда вы окажетесь в непосредственной близости от существа, которое умерло, потратьте 2 надежды, чтобы описать, какой смертельный ритуал вы проводите, восстанавливая при этом 1 хитпоинт. Симии, они же приматы, напоминают антропоморфных обезьян с длинными конечностями и цепкими ступнями. Они принимают внешний вид, который варьируется от самой крупной гориллы до самой маленькой мартышки и всего, что находится между ними. Их размеры напрямую не совпадают с размерами их животных собратьев, поскольку они, как правило, имеют рост от 2 до 6 футов. Все представители этой расы обладают ловкими, цепкими ногами, которые они используют в невербальном общении, передвижении, работе и бою. Обычно симии живут около 100 лет. Черта «проворный» дает приматам преимущество на проверке, связанные с лазанием и сохранением баланса. Кроме того, представители этой расы на старте добавляют +1 к показателю уклонения. Гиганты, они же великаны и исполины. Это очень высокие гуманоиды с длинными руками, широким телом и 1, 2 или даже 3 глазами. Самые низкие великаны достигают примерно 6,5 футов, а самые крупные около 8,5 футов. В сочетании с их размерами гигантов отличают длинные руки, которые придают им дополнительный размах. Они, как правило, обладают плотной мускулатурой, независимо от их пола и возраста. В то время как большинство представителей этой расы имеют 2 глаза, у гигантов нередко бывают 1 или 3 глаза. Эта черта передается от одного или обоих родителей. А тех, у кого 1 глаз, часто называют циклопами. Средняя продолжительность жизни гиганта составляет примерно 75 лет. Черта «живучесть» повышает ваше максимальное количество хитов на 1, а черта «досягаемость» повышает зону использования оружия с рукопашной до очень близкой. Ну и, наконец, риббиты, они же кваки. Выглядят как антропоморфные лягушки с выпученными глазами и перепончатыми руками и ногами. У них гладкая, хотя иногда и бородавчатая, и влажная кожа. Глаза расположены по обе стороны от макушки, а также у некоторых кваков задние лапы более чем в 2 раза длиннее туловища. Независимо от своего размера, который колеблется от 3 до 4,5 футов, риббиты передвигаются скачками. У всех риббитов есть перепонки на руках и ногах, что позволяет им легко плавать. Некоторые представители расы обладают естественным зеленым и коричневым камуфляжем, в то время как другие имеют довольно яркую окраску с множеством вычурных узоров. Независимо от их внешнего вида, все риббиты рождаются из яиц, отложенных в воде. Из них вылупляются головастики, а примерно через 6-7 лет они начинают приобретать черты земноводных. Кваки живут около 100 лет, и большинство из них окончательно утрачивают форму головастика примерно к 13 годам. Кваки земноводные, а значит они дышат и двигаются под водой так же уверенно, как на суше. А черта «длинный язык» позволяет использовать его, чтобы хватать предметы, находящиеся рядом с вами. А отмечая единицу стресса, можно использовать язык как оружие ближнего боя, наносящее физический урон D12, помноженный на показатель мастерства. При всем этом разнообразии игра не ограничивает игроков в выборе рас, позволяя создавать гибридов, вроде полуэльфов, гоблинорков и прочих комбинаций. В этом случае можно выбрать любую черту из доступных обеим расам, или же можно проработать с мастером ваш вариант расовой черты. И в том случае, если вам и этого мало, фанаты с Reddit уже вовсю обсуждают свои homebrew на тему новых рас. Как я и сказал ранее, для определения наследия персонажа используется не только его раса, но и общество, которому он принадлежит, то есть его происхождение. Всего на данный момент предлагается 9 вариантов происхождения, пробежимся же по ним. К высокому происхождению относится привилегированная знать и аристократия, получающая преимущество при общении с дворянами, торговцами, а также когда используют свою репутацию и связи, чтобы получить желаемое. Ученое происхождение получают те, кто были рождены и воспитывались в обществе, которое ценит академические знания и политические заслуги.
Представители этого происхождения имеют преимущество на проверке, связанные с историей, культурой и политикой известных лиц и мест. Рожденные в обществе порядка или закона становятся отличными, дисциплинированными солдатами. Вместе с тем они получают черту преданной. Чтобы воспользоваться ей, запишите 3 высказывания или ценности, определяющие ваше воспитание. Когда вы описываете, как воплощаете один из этих принципов в своих текущих действиях, вы можете бросить D20, вместо D12 куба надежды. Способность обновляется после короткого отдыха. Представители высокогорного происхождения – стойкие и смелые горцы, получающие черту прочной, благодаря которой можно получить преимущество на проверке, связанные с преодолением природных преград, навигацией и выживанием в суровых условиях. Кроме того, они повышают порог нанесения тяжелого урона на 2. Морское происхождение получают те, кто жили вблизи крупных водоемов – пловцы, моряки и рыбаки. Они получают возможность оседлать волну. То есть, когда они получают результат со страхом, они также получают токен, который можно будет использовать, чтобы прибавить +1 к следующим своим броскам. Накопленные токены в конце сессии превращаются в очки надежды. Обладатели коварного происхождения тесно связаны с преступным миром, мошенниками, аферистами и прочими негодяями. Вместе с тем они получают черту проходимец, благодаря которой имеют преимущество на переговоры с преступниками, обнаружение лжи и поиск подходящих мест для убежища. Подземное происхождение получают те, кто жили в поселениях, построенных глубоко под землей. Благодаря этому происхождению персонажи получают доступ к темному зрению, дающему преимущество на проверке скрытности, расследования и изучение деталей в слабо освещенных зонах. Представители бродяжнического происхождения – это кочевники, которые берут лучшее от прочих культур и происхождений. В начале сессии кочевники берут случайную черту другого происхождения и используют как свою. Ну и, наконец, дикое происхождение получают те, кто привыкли жить в лесной глуши. Зачастую представители этих народов имеют верования и убеждения, тесно связанные с силами природы. Дабы не тревожить лес и его обитателей, они получают черту на бесшумное передвижение, дающее преимущество на скрытность. Ну что ж, на этом все. Надеюсь, вам было интересно, и вы сможете применить знания на своих будущих играх. Спасибо большое за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, если этого еще не сделали, поставить лайк, а также приглашаю всех в свою телегу. Играйте в хорошие игры и пока!